Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня будет видео про изготовление трубогиба. Трубогибы бывают разные, бывают прокатные, которые делают дуги, да, и бывают угловой, которые загинают трубу на определенный угол по радиусу. Вот мы будем делать прокатный. Давненько я не делал. Когда-то давно свой сгородил, года 3 назад. Сгородил так на коленке. А сейчас заказали мне такой нормальный, хороший, приятный надо сделать. Вот. Эпидемия на них, на эти трубогибы пошла, наверное, в году 2010-2012, когда люди увидели профильную трубу и поняли, что из нее можно все сделать. Вот. Я в свое время тогда темой интересовался, смотрел разные материалы. Сейчас буду делать просто такой, как считаю нужным, я не повторяю какую-то модель. Все увидите сами. В качестве материала, вот держу в руках, мне принесли ржавый швеллер вот такой на 80. Да, на 80. И принесли подшипниковые узлы, буксы такие, крепления подшипников. Честно говоря, вот узлами сняли массу проблем. Это намного мне все упростит. Вот. Ну, вы все потихоньку увидите сами. Ну, берем наш швеллер, пилим на куски, варим из него раму. Поехали? Поехали. Итак, части рамы я отрезал. Вот, две продольные. Там лежат поперечные, они вот так варятся. Ну, прежде чем варить, их надо разметить и просверлить, пока они по одной, чтобы две не таскать. Разметку я уже сделал, сейчас накерним. Накерним. И пойдем на сверлильный. Продолжаем подготовку деталей для нашей рамы. Вот это центральный ролик. И я сделал вот такие две щетчики. Где вторая? Вот она. Ось будет входить вот сюда. Вот она плотненько там входит. Я просверлил, развернул в точный размер. Вот так вот мы их сейчас соберем. И сварим. И сварим. Будет вот так. Две щечки. И отсюда еще одна. Чик. Вот. И там ролик будет в центре. Обращаю внимание, здесь пришлось наварить пластинку, усилить. Толщина стенки маловато, чтобы там ось работала. Маленько усилить. Сделал еще вот такие две заглушечки с отверстиями. Они у меня будут в стойках. Вот так вывариваться. Ну, покажу. Что еще? Вот использую такие шаблончики. Когда-то давно на скорую руку сделал. Под 45 градусов очень часто режу. Вот два уголка сварил. Думал, что на пару раз, выходит, что уже пользуюсь пару лет. Вот такая коробочка получается. Я вот на прихватке взял. Вот такой будет центральный ролик. Сейчас мы его проварим и поедем дальше. Не знаю, что там женщины думают насчет размеров, но как сварщик могу сказать, коротким электродом ничего хорошего не сваришь.
Ну что, промежуточные итоги. Получилась вот такая рама. Вот. Надеюсь, вам видно. Я потом еще сниму фотографию, чтобы было понятнее. Получился вот такой центральный ролик прижимной. И вот сюда я уже приделал к нему винт подающий. Винт, если вам видно, не знаю, он с трапециидальной резьбой, с упорной. Это с поперечной подачей токарного станка. Нашли на Чермете за бесценок вместе с упорными подшипниками, вместе с куском суппорта, там он был отломан, и они разобрать не смогли. Вот я его взял, с одного края нарезал резьбу, чтобы поджать подшипники. Тут сверху вот подшипник, и там внутри еще один. И законтрагайл. Здесь обрезал по длине и просверлил отверстие под вороток. Вот. Вот тут наварены такие щечки. Не знаю, видно вам, не видно. И все это вставляется вот сюда в стойки. Вот так будет ходить. С ним же была гайка. Гайка чугунная. Я ее варить не рискнул, поэтому прикрутил на 3 болтика. Работает она в основном на прижим, да, а болтики только для того, чтобы когда поднимаем, эту гайку не оторвало. То есть тут минимальное усилие. Все, я сейчас это дело при вас соберу, попробую. Винт чем характерен? Он двухзаходный. Здесь не одна нитка идет, а 2. Так, параллельно. И поэтому шаг у него очень большой. Ну, кажется, что где-то миллиметров 6, да, на самом деле 12, в 2 раза больше. И один оборот дает 12 миллиметров. С одной стороны это хорошо, меньше крутить. С другой стороны это даст дополнительную нагрузку на вот этот вороток. Вот. Ну, испытаем, посмотрим. Если что, вот сюда я поставлю такой усилитель, да, вышку такую и мощный ворот. Пока здесь вот отверстие 10 миллиметров. Угу. Вроде так веселее. Ну, смотрим, да? Вот он пошел вниз, вот он пошел вверх. Это, я считаю, нормально все. Дальше. Вот они валы. Вот эти подшипниковые узлы, про которые я говорил. Валы ставятся вот сюда. Тоже так на пару болтиков сейчас накину, чтобы в целом показать. Один, второй. Так, так. Вроде болты новые, какая-то не идет. Так, так. Вот что получается. Как видите, вот здесь зазор миллиметров 120 точно. Ну, то есть так, теоретически можно катать профиль вот такой высоты. Хотя изначально была такая договоренность, чтобы входили по ширине 3 трубы 20-ки. Ну и на таком трубогибе, скорее всего, будет кататься труба до 60 на 60, я думаю, не больше. Не возьмет просто больше. Под это и не рассчитывался. Ну, самое ходовое там 20 на 20, 40 на 40, 20 на 40 и так далее. Вот на эти валы я сделаю еще кольца ограничительные. Они так вот будут сдвигаться и фиксироваться, чтобы в них, как в канавку, в желоб, можно было положить трубу, и она ровно шла. 4 колечка будет. Сюда 2, сюда 2. И еще вот на эти же валы сядут, угадайте что, шестерни приводные. Так, а вам видно хоть нет? Что я там показываю? Вроде видно.
чуть пониже опущу. Меня-то вы уже видели, а валы нет. Вот. Вот эти вот шестерни. Ну, классика жанра. И шестерни от классики. По-хорошему сюда надо садить на шпонку, на шпоночный паз. Но шпонку мне резать нечем. И я буду садить, вот такие сделал специальные конусные разрезные втулки. Вот сейчас не вытащу, она на конусе сидит. Ну и в общем при затягивании гайки шестерня будет садиться и эту втулку зажимать. Я так думаю, что этого усилия должно хватить, чтобы обжал овал и чтобы шестерня сидела четко. Ну вот смотрите, показываю. К шестерне я прихватил вот такую втулку, толстую, конусную. И в нее будет входить вот такая разрезная втулочка. Она тоже на конус. Вот так вот оденется на вал и зажмется. И обожмет вал. Продолжаем. Вот я втулочки одел. Шестерни накинул. Вот так гайка эта зажмется. Сюда мы повешаем цепочку. Получается? Получается. А вот сюда вот маленькую поставим. Вот здесь я еще сделаю ей ось и привод от рукоятки, как на мясорубке. И будем вот так вот крутить. Есть вариант ее вот сюда опустить, вниз. Что это дает? Компактность. Тут можно потом все закрыть одним кожухом, чтобы никто пальцы не засунул. А из минусов то, что придется крутить против часовой стрелки, а валы будут по часовой крутиться. Ну, вроде как, интуитивно нелогично, да? И если так сделать, то сам станок надо ставить на край стола, иначе рукоятка будет сильно низко ходить. А если вверху, то возможно хода рукоятки хватит, даже если поставить его просто на стол. Дело к вечеру, а у нас тут отрезается очередной блинчик. Из этого блинчика я потом сделаю ограничители на валы. Верхонки друг человека. Так, что у нас тут после сварки? Ну, вот так вот видно, вам не видно. Приварили нашу втулочку. Державка, державки, ручка. Получилась такая вот почти мясорубка. И сюда выварил ось. Ну, теперь нам осталось на рукоятку напрессовать шестерню. Я вот так в тесочках ее задавлю между двух листочков ДВП, деревяшек, чтобы ничего не закоцать. Сперва хотела задачиться шпонкой, а потом думаю, до ресурса этой шестерни хватит на 100 лет с этим трубогибом. Он вперед сам развалится, чем она износится. Так, еще надо маленько давануть. Сейчас найду какое-нибудь кольцо подходящее. Мы ее додавим. Вот так вот, через обойму от подшипника. И все. Сделал поплотнее. Мы туда загоним. Саму шестерню я подогрел так градусов до 120. О, все. Села. Села. Вот такие дела. Все, этот узел готов, будем считать. Тут немного сварку обработаю, покрашу и готово. Ну вот что у нас получилось. Вы видели, как я собрал. Теперь все разбираем и красим. Те поверхности, которые не красятся, мы их укроем. Это всякие блестящие вещи. Типа вот этой ручки. Она так и так вышаркается. Я ее красить не буду.
Не красятся шестерни, валы нет смысла красить. И те поверхности, которые скользят, которые будут смазываться маслом. Вот, мы их укроем. Естественно, винт тоже никто не красит. Все болты, гайки, все это не красится. Вот, а остальное покрасим. Ну вот уже наступило утро, птички поют. А у нас с вами самая приятная миссия в покраске. Это снять вот эту укрывку. Распечатать и посмотреть, что же у нас тут получилось. Да? Вот они висят. Наши запчасти. Ну поехали. Для тех, кто не читает описание к видео, я напоминаю, что, как правило, мои видео монтирует Роза Кореневская. Большой ей привет и огромное спасибо. Итак, ручка. Запечатана добротно. В таком виде могло бы ехать на край света. Процесс более длительный, чем хотелось бы. Чтобы количество открыть, не надо. Я уже необходимость в руках. Так, ладно, я инструмент почищу. Ну, по-моему, неплохо. Теперь шестеренку откроем. Так, тут дело идет побыстрее. Ну-ка вам видно, хоть нет? А то процесс-то такой. Второго дубля не снимешь. Так, и ось. Ось я тоже заклеивал, потому что по ней будет у нас втулка скользить. Черт, какая хорошая лента. Держит лучше, чем скотч. О. Вот так. Так, и остался центральный ролик. Вот он, красавец. Вместе с винтом. Открываем российскую газету. Готово. И сам ролик. Но тут будет, видимо, долго и утомительно, поэтому я, наверное, сейчас поставлю на паузу. Щечки быстро. Вторая. Тоже хорошо. Готово. Собираем. Я еще вчера на ночь глядя сделал вот такие вот ограничительные колечки. Это для того, чтобы их выставить под нужную ширину трубы, чтобы труба не убегала тут и здесь. Так, поехали, это сюда, это сюда. Сейчас накину на пару болтиков, чтобы вас сильно не держать, а потом протянем. Потом вы увидели, так что можно будет наушение помогать.
В итоге вот такой получился аппарат. Ну вот, наша работа закончена. Мясорубка работает отлично. Я благодарю всех за просмотр. Счастливо.